Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 29 апреля, сегодня новая рабочая неделя. И сегодня у нас с вами понедельник. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно плодотворный день. Сегодня, друзья, у нас с вами денежный день. Обращаем ваше внимание, поэтому обязательно сегодня положите это под подушку на привлечение денег. Очень простая практика, но она вам может оказать великую службу и изменить вашу жизнь достаточно кардинально. Давайте, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии обязательно напишите следующую важную фразу именно для этого дня. Я, ваше полное имя, открыто изобилию во всех его формах. Я благодарна за мое бесконечное изобилие. Истинно да будет так. Обязательно пропишите, друзья, эти слова в описании к этому видео. Также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень-очень приятно. Итак, друзья, сегодня 29 апреля. Сегодня достаточно прибыльный день, изобильный день. И в этот день очень важно, чтобы вы направили свои мысли, действия, слова на привлечение финансового благополучия. И практика, о которой мы с вами далее поговорим, обязательно вам поможет, потому что именно этот маленький предмет, он символизирует богатство и процветание. И именно то, что вы положите под подушку, поможет вам привлечь те или иные блага в вашу жизнь. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня энергетика этого дня предназначена для финансового роста и для успеха. И очень важно, чтобы каждый человек в этот день воспользовался вот теми шансами, возможностями, которые будут появляться в вашей жизни, чтобы настроить себя на финансовый успех, на то, чтобы те финансовые дела, которыми вы заняты, были успешны. Что нужно сегодня в первую очередь сделать? Хотя сегодня понедельник, и некоторые люди скажут о том, что ой, у меня тяжелый день, вы должны понимать и то, что вы должны сами осознавать и понимать, что как только вы говорите вам тяжело, вам сложно, у вас не получается, то и Вселенная вам в этом же и помогает, чтобы у вас ничего не получилось, чтобы вы оказались в тех затруднительных ситуациях, после которых вы будете оставаться ни с чем. Поэтому ваша сегодняшняя задача все, чтобы было в позитивном ключе. Даже если у вас сейчас есть проблемы, какие-то ситуации, обязательно обращайтесь к высшим силам, к ангелу-хранителю, к архангелу Михаилу с просьбой вам помочь, открыть новые возможности, дорогу, людей, чтобы появились контакты и так далее, и так далее. И вы не поверите, но высшие силы все сделают для того, чтобы для вас было все самым наилучшим образом. Также обращаем ваше внимание, сегодня очень важный день для того, чтобы сделать тщательный анализ как своих доходов, также своих и расходов. Многие скажут о том, что ой, ну у меня доходы только моя заработная плата, или только моя пенсия, или какая-то социальная помощь и так далее, и так далее. А вот вы сядьте и подумайте, чем вы хотели бы заниматься, чтобы действительно привлекать больше денег в свою жизнь. Возможно, вы умеете прекрасно и вкусно лепить и готовить пельмени. Возможно, вы умеете красиво и шикарно вязать какие-то платья или шить и так далее, и так далее. У каждого это будет свое. Также посмотрите правде сегодня в глаза, выявите свои слабые места и найдите те возможности, которые улучшат ваше финансовое состояние. Вы должны понимать о том, что вы, когда начинаете чем-либо заниматься, это не значит, что ой, у меня нет денег, нет стартового капитала, как многие думают. Вы должны научиться и придерживаться простого правила. Минимум расходов, максимум прибыли. Очень часто бывает так, что люди говорят, ой, у меня нет того телефона, чтобы сфотографировать свое какое-то изделие. Вот у вас на данном этапе есть даже самый паршивенький мобильный телефон. Вот сфотографируйте и выложите. Ничего в этом страшного и ужасного нет. А
придет время, вы станете лучше зарабатывать и позволите себе не только телефон, но и какую-то, допустим, дополнительную технику. Вы должны понимать и то, что ваша задача начинать делать первые шаги. И вот сегодня, 29 апреля, это тот день, когда вам нужно не останавливаться, а двигаться вперед. Да, возможно, кому-то будет тяжело сегодня что-то, но помните о том, что без первого шага у вас не получится второй, третий и так далее. Кроме того, когда вы делаете шаги в своей жизни, вне зависимости, это связано с работой, с отношениями, со своим каким-то хобби, увлечением, у вас открываются новые возможности. Но это не значит, что они вот так вот легко к вам приходят, потому что нужно учиться, нужно что-то узнавать, познавать и так далее, и так далее. И помните о том, что вы все преодолеете. Если у вас появилась эта мысль, эта идея какая-то в голове, помните о том, что вы обязательно это сделаете, это осуществите. При этом в лучшем варианте, чем было до того момента, когда к вам вообще первая пришла, вот, возможно, даже сырая идея. Потому что когда вы начинаете что-либо делать, вы сами знаете, появляется понимание того, что здесь нужно, что не нужно, что хотят клиенты, например, да, и так далее, и так далее. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы и мечтали, визуализировали то, что вы хотите, все то, что вы именно желаете в своей жизни. Не бойтесь, пожалуйста, этого. Многие люди почему-то боятся мечтать. Вот как ребенок мечтает. Вспомните, когда вы были маленьким ребенком, вы мечтали. И что для вас были деньги? Для вас были деньгами являлись листики растений. И и вы знаете, дети, как многие скажут, ну что вы, это дети, они не умеют мыслить еще так, у них нет того опыта и так далее, но они умеют мечтать, они умеют видеть то, что взрослые уже не могут видеть. Еще один важный момент, который вы должны сделать именно сегодня, 29 апреля, это касательно того, чтобы вы создали продуктивную и вдохновляющую атмосферу на вашем рабочем месте. Это повысит вашу работоспособность и поможет вам вдохновиться. Возможно, в вашей жизни могут появиться те или иные какие-то документы, идеи, которые помогут вам увеличить доход. Кроме того, если вы давно не перебирали в своих шкафчиках на работе, на вашем рабочем месте, переберите. Даже если вы думаете, что у вас идеально, хотя бы сделайте влажненькую уборочку. Тряпочка, протрите всю пыль. Также сегодня прекрасный день для того, чтобы налаживать контакты с коллегами, с партнерами. Это будет открывать для вас новые какие-то деловые возможности и даже источники дохода. Как вариант, продумайте о том, как вы можете свою какую-то идею реализовать через интернет, через социальные сети. Также, возможно, вы можете понять и то, что вам, например, сейчас не хватает образования в любой сфере. Это может быть и в сфере финансов, в сфере управления, маркетинга, менеджмента. У каждого это свое. Поэтому подумайте о том, что в интернете, вы знаете о том, что в интернете очень много различных видео, обучающих видео. Возможно, вам нужно записаться на какие-то курсы. Пройдите это и узнайте. Вы обязательно поймете для себя и, возможно, даже откроете новое что-то. Это очень важно. Очень важно, чтобы вы сегодня делали шаги, которые помогут вам, вот подтолкнут вас для того, чтобы действительно не только сегодняшний день, 29 апреля, был прибыльным, но и также ваш финансовый рост и процветание вашей жизни было ежедневно. Далее, друзья, теперь давайте поговорим по лунному календарю, что нам сегодня стоит с вами ожидать. Итак, друзья, убывающая луна в знаке зодиака Козерог. У нас сегодня с вами 21 лунные сутки, и именно этот день связан с возрождением и трансформацией. Это время, когда внутренние изменения начинают проявляться наружу. Кроме того, энергия убывающей луны способствует тому, что человек бы отказался от каких-то своих старых привычек и от своих каких-то негативных мыслей. Кроме того, обращаем ваше внимание, что влияние Козерога усиливает чувство ответственности и дисциплины. Поэтому сегодня хороший день для решения любых сложных задач, для планирования будущих проектов, а также установления
профессиональных контактов. Кроме того, убывающая луна в знаке зодиака Козерог – это сегодня прекрасный день для пересмотра своих финансовых стратегий, для оценки инвестиционных портфелей, для того, чтобы погашать долги или, возможно, вам нужно подумать об реорганизации своего бюджета, которая может в дальнейшем принести такую вот хорошую достаточно пользу. Кроме того, энергия этого дня поддерживает самоанализ и саморазвитие. Сегодня прекрасный день для того, чтобы устанавливать личные границы и изучать какие-то новые навыки. Но вы должны понимать и то, что настроенность на достижение в этот день может вызвать стресс, если задачи окажутся для вас слишком амбициозными. Поэтому необходимо умело отделять достигаемые цели от каких-то нереалистичных ожиданий. Кроме того, энергия знака зодиака Козерог может сегодня вызвать желание придерживаться каких-то проверенных методов, что затруднит внесение уже необходимых изменений. Поэтому сегодня будьте открыты к новым подходам и к новым идеям. Что же касательно лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, что убывающая луна в знаке зодиака Козерог – это идеальное время для начала диет и очищающих программ. Поскольку энергия убывания луны способствует избавлению от лишнего, также это подходящий момент для того, чтобы ограничить сегодня потребление жирной, тяжелой или вредной пищи. Рекомендуем сегодня употреблять большего в количестве зеленых овощей, легко усваиваемых белков, таких как курица или рыба. Кроме того, подумайте о том, чтобы стимулировать детоксикацию печени. Какие-то продукты могут вам помочь? Это свекла, это может быть лимон, чеснок, зеленый чай. Вот именно сегодня, в этот день, 29 апреля, они будут особенно полезны. Также сегодня очень важно, чтобы вы предпочтение отдавали умеренным физическим нагрузкам. Также, как вариант, выберите сегодня легкую аэробику, йога, избегайте чрезмерных или изнурительных тренировок, так как в это время организм менее склонен, к сожалению, к восстановлению. Также обращаем ваше внимание, что длительные прогулки сегодня на свежем воздухе помогут вам улучшить кровообращение и настроение, а также будут способствовать укреплению вашей нервной системы, что особенно важно для вас. Кроме того, вы знаете, что знак зодиака Козерог – это у нас с вами тот знак зодиака, который управляет костями и суставами. Поэтому подумайте о том, как вы можете способствовать укреплению вашей костной системы. Кроме того, постарайтесь сегодня лечь пораньше, отдохнуть, для того, чтобы действительно отдохнуть, потому что именно убывающая луна в знаке Козерог способствует более глубокому и восстановительному сну. Обращаем на это ваше особое внимание. Теперь, друзья, давайте поговорим касательно карты Таро на этот день, 29 апреля. Итак, друзья, сегодня выпала чудесная карта. Это у нас карта, которая называется умеренность, и эта карта, о чем она нам с вами говорит? Она нам напоминает о необходимости поддерживать баланс между духовным и материальным, между работой и отдыхом, а также о том, как важно сохранять спокойствие в условиях тех или иных изменений. Кроме того, сегодня карта умеренность, которая выпала в этот день, 29 апреля, говорит нам о том, как важно будет найти золотую середину во всех ваших делах. Возможно, вам предстоит решить какую-то сложную задачу или наладить отношения, где важно будет не перегибать палку в ту или иную сторону. Это день для того, чтобы избегать крайностей и искать вот то устойчивое состояние, которое нужно именно для вас. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день в каких-то сферах будет требовать изменений для того, чтобы восстановить баланс. Поэтому будьте открыты для новых методов выполнения задач или новых каких-то способов вашего мышления, которые могут стать для вас более эффективным и более плодотворным. Теперь давайте поговорим о совете от Архангела Михаила. Что же он нам говорит? Вы знаете, Архангел Михаил сегодня подчеркивает значение внутренней силы и решимости в преодолении жизненных препятствий. Он призывает нас взглянуть внутрь себя и постараться мобилизовать свои ресурсы для достижения желаемых целей.
Также сегодняшний день хорош для того, чтобы начинать те проекты, которые вас вдохновляют и которыми вы готовы заниматься все 24 часа в сутки. Кроме того, если вы сегодня принимаете какие-то важные решения, то вы должны быть смелыми и решимыми, идти обязательно до конца. Также задумайтесь сегодня о своих каких-то долгосрочных целях и о том, какие шаги вам нужно предпринять, чтобы приблизиться к их реализации. Дело в том, что сегодня идеальное время для того, чтобы отстаивать свои убеждения и действовать в соответствии со своим моральным компасом. Кроме того, сегодняшний день у нас ассоциируется и еще от защиты от негативных энергий. Он напоминает нам о важности духовной и эмоциональной чистки, которая поможет избавиться от негативного влияния и, что немаловажно, защитить наше пространство. Поэтому пробуйте сегодня. Возможно, вам надо какие-то молитвы сегодня прочитать, какие-то аффирмации. Главное, чтобы вы не боялись и не испугались в том, что происходит в вашей жизни. И, друзья, ввиду того, что сегодня достаточно прибыльный день, мы рекомендуем вам провести одну простую практику. Для этой практики вам понадобится буквально один лавровый лист. Что мы делаем в вечернее время? Когда вы уже примете душ или примете ванну, вы должны взять лавровый лист и на лавровом листе напишите ваше имя. Обязательно ваше имя полное, то есть не просто, например, Таня, да, а пишем Татьяна, это очень важно. И через запятую напишите, что для вас важно и что вас ассоциируется с деньгами. Возможно, это сумма денег, возможно, это какое-то слово или какая-то, например, мечта, которую вы хотите осуществить. Это очень важно. И после этого скажите следующие слова. Я приумножаю деньги и приглашаю это в свою жизнь. Истинно да будет так. После этого, как вы это все сделали, положите под подушку. А на следующее утро достаньте лавровый листик, поблагодарите его за работу, за службу и отправьте во Вселенную. Просто откройте окно и выбросите его. Не обращайте внимания, куда оно упало и что с ним произошло. Таким образом, вы отправили во Вселенную свой запрос, и Вселенная своими силами, насколько это возможно, обязательно вам поможет реализовать это в вашей жизни. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 29 апреля. Мы надеемся, друзья, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.